Да-да-да. Меняет ли Москва людей? Либо у меня было там время, когда я просто месяц или даже больше ела тупо гречку с курицей почти каждый день. Москва — город злых людей, тут все торопятся. Насмотрелись вот этих видосов про жизнь в Америке. И мне так, ох, как хорошо, я как будто я дома. И это так странно, но это есть такое чувство. Всем привет, я Катя, это Настя. Сегодня будет гости нашего канала. И сегодня мы будем рассказывать про студенчество в Москве. Настя учится в МАИ, в Московском авиационном институте на рекламу связи с общественностью. Настя еще занимается музыкой, у нее есть свой YouTube-канал, поэтому подписывайтесь. Вот такая вот реклама меня. Про студенчество, про Москву, про приезжих и про все такое. Да. Короче, интересно. Продолжайте смотреть. Первая тема, на которой мы поговорим, это приезд, культурный шок, как вообще было все, когда только приехали в Москву. Давай, Настя, начни, расскажи свою историю, как ты приехала и откуда, как все было. Во-первых, я приехала из города Тулы. На самом деле, это не так далеко от Москвы, поэтому, соответственно, такого особенного культурного шока у меня, конечно, не было, но был страх. Того, что я что-то делаю не так, зачем я сюда еду, могла бы остаться в Туле. Причем дело в том, что город-то недалеко находится, и, в принципе-то, ездить в Москву, гораздо проще, чем людям, которые вот издалека приехали. Но при этом я, конечно, хотела в Москву, всегда стремилась. И когда я приехала, получается, сначала было страшно. Я боялась, что сейчас я не найду, не знаю, друзей, не найду дела, которым буду тут заниматься. Но, наверное, спустя, кстати, неделю-две вот это вот все прошло. Я приехала в Москву тоже как студент. Я приехала с Алтая, у меня, конечно, был большой культурный шок, потому что, абсолютно все, вся инфраструктура, транспорт, заведения, люди, поведение, все абсолютно разное. Конечно, для меня это было такое, скажем, все в новинку, но это все, конечно, меня порадовало, потому что по сравнению с Алтаем, с провинцией, в этом плане здесь намного все лучше развито. Начиная с транспорта, который там в идеальном состоянии, заканчивая внешним видом улиц, убрано, чисто, всегда есть где погреться, куда зайти, что поделать. Короче, в этом плане, где в моем городе был там, знаешь, основной парк, где вы все вместе гуляете, ходите, и тут изобилие. Тут, конечно, есть свои минусы и плюсы, но в плане, конечно, я была первое впечатление, первое время, у меня не было страха, у меня было большое такое... Да, кстати, в родном городе ты не знаешь, куда пойти от того, что нету мест, куда пойти, а тут ты не знаешь, куда пойти, потому что мест слишком много. Да, это тоже проблема. У тебя какой-нибудь шоп, в Туле, как транспорт, я не знаю, Насчет транспорта, смотри, у нас была такая фишка с подругой. Мы в 10 классе решили освоить метро, съездить в Москву на один день. И такие, мы научимся ездить на метро. Мы приехали специально, поездили на метро, поняли, как это все работает, и поэтому от транспорта шока не было. У меня, я первое время только путалась, потому что, когда у тебя никогда не было в городе метро, это немножко странно, очень все аутентично, под землей транспорт и так далее, свои правила, свой закон, по одной стороне стоять нельзя, по другой можно, конечно, небольшие проблемы, но потом, когда ты уже, понимаешь, как это работает, такой, это так круто, все везде подписано, то есть вы конечно, вы можете заблудиться, но надо постараться. Я смотрела метро Америки, Нью-Йорка, я такая, классно, ничего не понятно. Там есть ветка красно-зеленая, есть красная ветка, есть зеленая. Да, в Москве в этом плане намного все лучше, удобнее и понятнее, там все на русском, и все классно и понятно. Единственное, что вы можете это ошибиться, это просто поехать не в ту сторону. То есть, но это не страшно, выйдете на остановке, на станции, сядете и поедете обратно, то есть вообще фигня. Да, в этом плане нет проблем, я думаю, вы быстро освоитесь. Даже не стоит переживать, на самом деле это не первая и не основная проблема, которая будет вас волновать. О, да, и мы плавно перетекаем в основную проблему. Как тебе по ценам? У тебя было сильное такое, кофе за 300-400 рублей? Шо вообще? Шока не было, но я постепенно просто такая осознавала, что что-то не так, что-то странно как-то, почему-то у меня деньги уходят, а куда? И когда я начала смотреть, куда, я смотрю, кофе, еда. Я
подумала и сказала себе, блин, эти деньги, которые я трачу в Москве, типа, на еду, на кафешки и на кофе, я все равно буду их тратить, но, может быть, потратить на что-нибудь более ценное для меня, да? Может, куда-нибудь съездить, я не знаю. Я еще слышала, что у некоторых вызывает культурный шок, что им самим нужно там, допустим, готовить, стирать, но вот, например, у меня такого не было, потому что я еще дома занималась этим всем сама. Я такой человек, который не любит, когда кто-то мне там что-то, не знаю, мешает что-то делать. Я лучше сама убежусь в том, что я сделала это, и не буду никого привлекать в это дело, поэтому в этом плане трудностей не возникло, но может у кого-то возникнет. У меня было все нормально, единственное, я не готовила почти вообще ничего, потому что я не умела. Сейчас я уже очень много всего умею готовить, но вначале я покупала всякие полуфабрикаты, либо у меня было там время, когда я просто месяц или даже больше ела тупо гречку с курицей почти каждый день. У этого были свои плюсы, я похудела, но как бы без разнообразия в еде тоже ты долго не будешь счастлив, поэтому, да, научилась готовить. И вы научитесь. Да, вопрос. Злые москвичи. Типа, Москва — город злых людей, тут все торопятся, все тут такое. Вот ты что-нибудь такое почувствовала? На самом деле, вообще абсолютно наоборот. Повсюду только улыбчивые люди. Знаешь, вот мне кажется, многие сейчас современные люди насмотрелись вот этих видосов про жизнь в Америке, где говорят, что каждый улыбается тебе, там small talk, все дела. И мне кажется, сейчас это люди, каждый привносит это, и Москва в этом плане, да, отличается от других городов в лучшую сторону, кстати говоря. Ну, например, я попользовалась метро в час пик, и это, конечно, та еще история. И если попасть в Москву только в метро в час пик, то можно сделать вывод, что люди в Москве очень злые, потому что, все спешат, все на работу, либо с работы уставшие, все битком забиты, то есть метро в час пик — это просто ужас в этом плане, да? А так, в целом, люди как люди. Я помню даже, как-то мы с подругой приехали на Красную площадь, и нужно было попросить кого-то сфотографировать нас. Попросили девчонку, она нас сфоткала, девчонка пожелала хорошего дня, всего самого лучшего, улыбнулась, мы ей пожелали всего самого лучшего в ответ, это было так классно, а сейчас я понимаю, что довольно-таки частая ситуация. Это частая ситуация. В кофейне вообще каждый раз. Я думаю, люди хорошие есть везде, как и злые, поэтому, да. Следующий такой пункт — это круг общения, старые друзья. Все-таки, когда переезжаем в другой город, круг общения меняется, естественно. И вот как все обстояло дела с твоими школьными друзьями, я не знаю, друзьями из Тулы, как все с ними? Смотри, так получилось, что большинство именно вот моих друзей, мне в этом плане повезло, что они поступили в Москву. Сейчас я общаюсь вот исключительно с людьми, с которыми сейчас познакомилась вот в Москве, вот, потому что у нас одинаковые проблемы, у нас много чего общего. А сейчас, по сути, я общаюсь с однокурсниками, с сожителями и коллегами, и, получается, мы выбрали одно и то же. И... Интересно. Да. А следующая тема — это ожидания. Твои ожидания от города оправдались? Знаешь, хочу сказать, что сначала были ожидания одни, а потом просто ожидания менялись. И, собственно, ожидания, которые появились потом, в принципе-то, они сейчас реализуются. Вот. Но не скажу, что те, которые были изначально, реализовались. Ну, в принципе, я не вижу в этом ничего плохого, это абсолютно нормально. Да, я согласна, да, потому что вначале, когда мы собираемся ехать в какой-то другой город, переезжать, мы там не жили, мы не знаем, какой это город, поэтому у нас есть только представление об этом. Это не является правдой. И поэтому, понятное дело, мы приезжаем и понимаем, что чуть не так, как мы себе думали. В принципе, потом ты начинаешь свыкаться с этим. Ну, например, что не оправдалось, наверное, то, что я реально думала, что здесь очень много движа просто везде происходит. Но по факту движ происходит в определенном месте в определенное время. И нужно просто следить и знать, где этот движ, если ты хочешь в нем быть. То есть здесь очень много всего по разным интересам, но нужно быть на самом деле очень заинтересованным и интересующимся человеком, чтобы попасть в этот движ. Как приезжие чувствуют себя в Москве? Чувствуешь ты какой-то дискомфорт или что-то, не знаю, ты чувствуешь себя какой-то лишний или другой? Есть ли у тебя такое? На самом деле, кстати, нет, не было. И, наверное, это потому что, опять же, тут много приезжих, таких же абсолютно. Я тоже так считаю. Ты таким ничем не сталкивалась, ни с какой дискриминацией или что-то такое. Раньше я слышала, что реально было такое, но и раньше Москва была другая. Мне кажется, людям даже интересно послушать про другие города. Да, то есть это сейчас относится к этому интересам. О, с Алтая, блин, классно, значит, там красиво, это горы. Я говорю, да, классно, приезжайте. Вот, то же самое, там другие города, Золотое кольцо России, блин, Тула. Ваш же Кремль есть? Да.
офигенно, блин. Тема досуг. Где ты проводишь время с друзьями? Какие места любишь? На самом деле, эта тема актуальна всегда, потому что каждый день мы выбираем, куда пойти. Потому что мест очень много. Вот. И у меня даже есть заметка, появилась заметка, куда я выписываю все самые... Поделиться, я напишу, например. Да. Я люблю парки всякие, поэтому я постоянно парк Горького, Музеон, Красный Октябрь, Патриаршие пруды, ну, Тверская, там где-то можно погулять, в принципе. О, Чистые пруды, вот, класс, Чистые пруды и Царицыно. Что насчет работы в Москве? Насколько возможно реально найти работу в Москве? На самом деле студенту просто легко. Вот. Я работаю в магазине одежды H&M. Это особо как бы не тратит твои усилия. Это довольно-таки легкая работа. И при этом график очень доступный для студента. Вас всегда ждут в таких магазинах, потому что людей довольно-таки мало. Вот. Также ждут вас в кафешках. Места всегда есть. Проблема, возможно... По специальности? По специальности, да, после учебы. Это да, определенно. Плавно подходя к концу видео, дойдем на лирику. И как ты думаешь, сможет ли город стать тебе родным? Сможет ли Москва стать тебе родным городом? Не знаю, насколько родным, но сейчас, в данный момент, я чувствую себя тут комфортно. Я знаю места, я знаю, как там куда-то пройти. В принципе, в некоторых местах пару раз была, и уже ощущается, как будто это уже такое знакомое место, родное. Не знаю, я вообще, наверное, даже свой родной город не могу назвать как бы родным. Я во всех городах, если побуду какое-то время, буду ощущать, что дом. Да, такой человек, да. Да. Вот, поэтому, не знаю, возможно, да, возможно, сейчас уже как-то ощущается, если назвать это так. Интересно, но вот у меня ответ на такой вопрос, наверное, да, потому что я чувствую, когда я приезжаю из какого-то города, даже из своего родного Бийска, приезжаю в Москву, у меня чувство облегчения, такое типа, фух, ну, наконец-то, типа, да, я приехала домой, хотя, дайте, я приезжаю там в аэропорт, условно, куча народу, вообще, что бы, приятного, непонятно, да, но почему-то есть такое чувство, типа, какое-то успокоение. Или, например, в Питер уезжала на несколько дней, и приезжаю в Питер, мне очень понравилась архитектура, там класс, мне кафешки, бары, очень круто, здорово. Возвращаясь в Москву, мне намного легче, я не знаю, от темпа, от чего-то, ты просто, я вот захожу в город, и мне так, ох, как хорошо, я как будто я дома, и это так странно, но это есть такое чувство. Вот, кстати, да, плюсую, потому что дома как-то более беспокойно. На самом деле это еще из-за того, что, возможно, сейчас там уже тебя никто не ждет. Вот у меня лично все разъехались, и уже вообще у людей другая жизнь абсолютно, и смысла как бы нет в том, чтобы жить так же. Еще очень важно, думаю, еще такой важный фактор, что мы сами выбрали этот город. Типа, поэтому нам, наверное, хочется в него возвращаться, и поэтому он нам больше всего подходит. Вот есть люди, которым не подходит Москва по темпераменту. Они, то есть, чувствуют себя комфортно, тревожно. Но у меня, например, такого нет, слава богу. У меня есть, условно, свой там уютный уголок, куда я возвращаюсь, и все. У меня комфорт, уют, классно. А потом я выхожу в этот мир, да, опять. И опять метро, опять улицы шумные, люди. И я чувствую себя как в стихии. Классно, хорошо. Вот так вот как-то. Да-да-да. Меняет ли Москва людей? Как ты думаешь? Знаешь, думаю, не меняет. Думаю, как бы проявляет твою личность. Да. Ауф. В случае студента все как бы понятно, достаточно очевидно, потому что, понятно, вы уезжаете из школы, от мамы, от родителей, и у вас как бы новая жизнь, и вы начинаете как-то существовать в этом, да, это понятно. Еще, знаешь, в родном городе на тебе уже как бы клеймо стоит какой-то. Ты какой-то, да. Ты уже, это какой-то статус, уже какой-то у тебя. Да, и если ты поменяешься вдруг, это будет как-то странно, и ты такой думаешь, ладно, все равно буду как есть такое, да. Так же, как на тебе уже такое общественное мнение, какой-то уже определенный образ тебя. Да. А тут, как бы, конечно, все заново, и ты сам выбираешь себе амплуа. Это да. Вот знаешь, я думаю, когда вот такой вопрос задают, Москва или меняет людей, это больше связано, типа, с корыстью этого. Я думаю, это про деньги больше. И вот как ты думаешь в этом плане? То есть меняются ли приоритеты людей на какие-то денежные, на какие-то карьерные амбиции? У меня это появилось. Я не знаю, это с приездом в Москву или вообще просто проявилась моя такая... алчная, хотела сказать, меркантильная личность. Вот. Но на самом деле, да, я думаю, все-таки Москва явно влияет на это, потому что
деньги тут очень важны, и ты начинаешь думать о том, как заработать, как найти дело, которым тебе будет приятно заниматься и при этом приносить доход. Это правда. Ну, то есть, я думаю, это вопросы, которые задумываются, в принципе, все с момента взросления. Что касается, например, у меня, наоборот, поменялось. Да, я приехала с достаточно карьерными амбициями такими, а у меня немножко они сместились на семейные, и я этому рада. То есть, я думаю, это вот не как правило, но в то же время я понимаю, что мне нужно зарабатывать деньги, что мне нужно работать, что мне нужно искать себя и так далее. Я думаю, что да, из-за того, что уровень жизни здесь немножко повыше, да, чем в провинции, то ты должен как бы соответствовать. Но все-таки, что прям меняет, люди становятся меркантильными, корыстолюбивыми, нет, я думаю, это полная херня. Если вам понравилось, откликнулось что-то или помогло, обязательно пишите в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, на канал Насти. Она снимает очень много классных студенческих видео, а еще она музыкант. Все мы любим музыку. И это все. Всем спасибо. До встречи в следующих видео. Пока!